Жеся, вчера нашла холст со старым мрачным коломенским. Почему-то покрыт лаком, блестел. Я его покрыла домарным и записала поверх. Как думаешь, отвалится новая краска от него? Или домарный хорошо удерживает слои? Да я думаю, хорошо, нормально. Чесноком можно протирать. Ну, вы, наверное, знаете все. То есть старую работу масляную протираем чесноком, он такой естественную природную липкость создает. Либо советуют ретушным лаком, но нет ретушного, домарный, он все равно липкий, сцепляет. Главное, чтобы жир, который был, на сковородке жарили, жаркое, и все сыпалось, вот так вот брызгало вот подсолнечное масло на картину, чтобы он, конечно, был как-то протерт. Роман Подберезный. Вот потому у нас и нет первооткрывателей, потому что все меряется с позиции академии. Все должны пройти через академию. Если на Западе всегда приветствовался свой стиль и необычный подход, то у нас всегда надо писать правильно. Иначе ты не профессионал, улыбаюсь. Мне рассказывали, что в Европе, в некоторых странах такой подход, что ставят какие-то предметы различные, на стол. Драпировки, кувшины совершенно в разном порядке. И студенты рисуют из этого свою композицию, не копируя то, что вообще они видят. Они двигают в уме, что-то там соединяют, откуда-то берут из видимого пространства и делают свою на основе этого композицию. Интересно? Интересный подход. Все на свете. Все быть может. Только то не может быть, что на свете быть не может. Остальное может быть. Если созданная композиция художником проникает в сердце, вот мое, как зрителя, вот я подошел, я ничего не знаю об искусстве. Подошел, все криво, все косо, но проникает во мне, что-то открывает, я меняюсь, значит, это работает. Более того, я вываливаю за это кучу денег, которых у меня нет, и наслаждаюсь теперь этим дома произведением. Значит, все состоялось, все случилось. Художник сделал, зритель купил или посмотрел. Каждый в прибыли, все на своем месте. Тут вопрос на подобную тему от Юлии Керимовой. Часто размышляю на тему, что такое живопись. Говорят, что есть не живопись, это грязь, или это графика, или еще что-то. Есть ли хоть какое-то объяснение, что же это такое? Или, может, у вас есть секрет в этом понимании? Поделитесь, пожалуйста. Те художники, что пишут 3 красками, они живописцы или графики, например? Или просто расскажите, что лично для вас живопись, а что нет. Спасибо. Спасибо, Юля. Мы все настолько разные. Например, девушка может использовать духи, которые ей так сильно нравятся, что она ими мажется, выходит в люди. И я как-то подошел к знакомому художнику, к другу, к девушке, к женщине. И вот почувствовал этот запах, который меня просто убил. Запах вообще – это очень такая тонкая энергия, которая может, сами понимаете, самая сильная – оттолкнуть или сильно притянуть. Так вот, настолько оттолкнул меня этот запах. А она же носит, она же с этим запахом ходит. Так и картина. Кто-то может купить, повесить себе на стену такую картину, от которой можно заболеть. А ему нормально. Для него это живопись. Поэтому нет единого, конечно, ответа на то, это живопись, а это не живопись. Поскольку мы все индивидуальны, то для каждого из нас свое есть понятие живописи. Рассказать, что для меня есть живопись, я рассказываю своими работами и делаю посты в Инстаграме Painting the Best. Я туда иногда выкладываю то, что мне нравится. Полистайте, посмотрите. Это то, что есть живопись, это просто примеры. Для меня, то, что для меня есть живопись. Это как о музыке рассказать. Вот расскажи вообще о музыке, вот как ты, вот это для тебя как симфония вообще? Нормально? Кто-то с ума сходит, я не знаю, тысячи
собираются людей послушать, я не знаю, Ваенгу или, я не знаю, кого еще, Баскова. Ну, правда же, собираются. Или там Киркорова со Стасом. Но я не хочу никого обижать. Если бы мне предложили билет, например, чтобы я заплатил. Если бы мне заплатили, я не знаю, $1000, я, наверное, не пошел бы. Ну, хотя, может, и пошел бы просто. Затычки же можно заработать в уши. Но все равно они пропускают звук, я пробую. Нет, затычки не помогают. Можно свою в наушниках музыку ставить и слушать, например, тишину какую-нибудь или там медитативную какую-нибудь. Ну, это, конечно, шутка. Я обожаю перечисленных вот этих певцов, певиц. Вопрос вкуса. У каждого разный вкус, и это нормально. Но даже сам факт, что сейчас будут комментарии под этим видео относительно перечисленных мною певцов достойных, показывает о том, что для кого-то это нормально, а для кого-то вершина творчества, мастерства. Это говорит о многообразии мира. И совершенно замечательно, что мы в нем живем. Есть вегетарианцы, а есть людоеды. Такой мир, ничего не поделаешь. А что вы скажете про любовь к живописи и что такое живопись? Игорь Творогов, некоторые мои знакомые и родственники, далекие от живописи, спросили меня, как купить картину, если ничего в этом не понимаешь. А украшать стены богатой квартиры надо. Я думаю, что в этом случае необходимо подбирать работы тех художников, которые вам по душе, как вы считаете. Вячеслав, конечно, но если им не по душе никто, если они в этом ничего не понимают, может, не надо тогда ничего вешать? Повесить на стены, ну, я не знаю, коврик, например. Зеркало можно повесить, много зеркал, например, повесить, и к ним подходить, любоваться своим изображением, фас и профиль. Чем не картина? В последнее время замечаю большой спрос на то, что на картине ничего не поймешь, что написано художником. К сожалению, складывается общее впечатление, что тенденция роста спроса на пустые, в кавычках, холсты неумолимо растет. Ну и растет, да. И всегда так было. А истинный рисунок, сюжеты и образы съедает машина времени современной необразованности. А вы как считаете, Вячеслав? Игорь, ну, конечно, невежество – это такой бульон, в котором и художники с их творениями, и зрители, и покупатели находятся. Ну и что, такая кастрюля. Невежество приводит не только к тому, что на стенах там висят всякие безобразия, а к тому, к чему сейчас привело. Это невежество планетарного масштаба. Ну, каждый находится на своей ступеньке, и мы сейчас в режиме испытаний. Каждый из нас. Никуда не сойдешь с этой лестницы. Спрыгнуть невозможно. Кто-то поднимается вверх, кто-то опускается вниз. Дорога одна, направления разные. Ну а потом, Игорь, мое мнение, не надо никому помогать, никому ничего не надо разъяснять, какую картинку повесить. И лучше заботиться о своем помещении, что у вас висит. Вот это важно. Если какая-то работа вас открывает и делает ближе к начальству нашего госпиталя, если вы внутри начинаете чувствовать больше любви, открытости, значит, это то, что нужно. И пусть на стенах все меняется. Нужно просто разные экспозиции. Пусть это как в музее. Все время какие-то выставки происходят дома. 45-й урок. Психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы
от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет.